Самые мощные военные самолеты США. Лучшие истребители в мире, которые поразят ваше воображение. Американские военно-воздушные силы представляют собой мощную силу, оснащенную самыми современными и высокотехнологичными самолетами, предоставляя стране значительное стратегическое преимущество и делая ее серьезным соперником на мировой военной арене. Сегодня я расскажу вам о военных самолетах США, которые боится весь мир. Поехали! Б-21 Raider. Первые стратегические бомбардировщики Б-21. Рейдер ожидаются в боевом составе в период с 2025 по 2027 год. Это новейшая разработка, о которой до недавнего времени было мало что известно. Идея создания нового дальнобойного бомбардировщика была озвучена в 2014, а сам проект был поручен Northrop Grumman. Первый летный образец был собран в сентябре 2019 года, а широкой публике его продемонстрировали 2 декабря 2022 года на заводе корпорации в Палмдейле, штат Калифорния. B-21 Raider выполнен по схеме «летающее крыло», сохранив сходство с предшественником B-2, однако имеет меньшие размеры. Размах его крыльев составляет 148 футов против 171 у B-2. Этот дозвуковой самолет развивает скорость до 0,8 маха и способен нести до 20 тысяч фунтов вооружения, включая высокоточные ракеты JASSM-ER с дальностью до 621 мили и ядерные бомбы Б-61. Особенностью нового бомбардировщика является значительно улучшенная радиолокационная скрытность, что позволяет ему успешно действовать в сложных условиях современной противовоздушной обороны. Самолет также интегрирован в сеть мультидоменного командования и управления Joint All-Domain Command and Control и оснащен передовыми системами искусственного интеллекта. В планах на будущее создание беспилотной версии Б-21, но на данном этапе проект еще находится на стадии обсуждения. Согласно оценкам Пентагона, Б-21 будет основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США как минимум до середины 21 века. F-22 Raptor. Вторым в рейтинге выступает истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который уже исторически зарекомендовал себя и до сих пор остается эталоном передовых технологий в авиации. Этот истребитель стал первым боевым самолетом, в котором удалось интегрировать стелс-технологии, исключительную маневренность, суперкрейсерский полет и передовые системы сбора и анализа данных. Его первый полет состоялся в 1997 и с тех пор он продолжает поражать специалистов и любителей авиации. Одними из главных преимуществ F-22 являются его уменьшенная радиолокационное сечение и 2 турбовентиляторных двигателя F-119 с регулируемой тягой. Эти особенности не только обеспечивают невероятную скрытность, но и позволяют истребителю выполнять исключительные акробатические маневры, что делает его непобедимым в воздушных боях. Способность управлять мощностью двигателей дает Raptor явное преимущество в маневренных схватках с другими истребителями. Что касается вооружения, F-22 оснащен 2 ракетами AIM-9 Sidewinder класса «Воздух-воздух», которые расположены в 2 боковых отсеках, а также может нести 6 ракет AIM-120 AMRA-M с радиолокационным наведением или сочетание 2 AIM-120 и 2 управляемых авиабомб GBU-32 JDAM в центральном отсеке. Эти возможности делают истребитель мощным и эффективным средством воздушного уничтожения. F-35 Joint Strike Fighter. Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II заслуженно считается одним из самых востребованных и высоко оцененных тактических самолетов в мире. Этот универсальный и скрытный аппарат, который сочетает в себе возможности 3 различных типов самолетов, привлекает внимание военных по всему миру, стремящихся обзавестись этим мощным оружием. Первоначально программа Joint Strike Fighter была разработана с целью замены нескольких моделей: FA-18 и AV-8B Harrier для корпуса морской пехоты, FA-18 для ВМС, а также А-10 и F-16 для ВВС США. В зависимости от конкретной модификации, F-35 способен выполнять самые разные задачи, включая стандартные операции с взлетом и посадкой, а также посадку на авианосцы. Одной из отличительных особенностей истребителя является его способность переключаться в так называемый режим зверя. В этом режиме F-35 может нести значительно больше боеприпасов, используя внешние подвесы, превращая его в бомбовоз. Однако этот режим снижает скрытность самолета, делая его более уязвимым для радарных систем.
В отличие от этого, в стелс-режиме, когда важна максимальная невидимость, истребитель ограничен в вооружении, которое можно разместить внутри фюзеляжа. Несмотря на свою относительно недавнюю разработку, F-35 быстро завоевал огромную популярность. Экспорт составил более 900 экземпляров для зарубежных стран, что подчеркивает его высокую привлекательность и отличные характеристики. Работа на высоте, как и на земле, требует определенных навыков. Однако, если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. B-2 Spirit. Несмотря на то, что стелс-бомбардировщик B-2 Spirit от компании Northrop Grumman уже служит с 1989 года, Он продолжает оставаться одним из самых мощных и эффективных самолетов в мире. хотя планируется, что в будущем его заменит более современная модель B-21 Raider, на данный момент B-2 остается одним из наиболее грозных бомбардировщиков, стоящих на вооружении США. С момента своего вступления в эксплуатацию во времена Холодной войны, B-2 доказал свою эффективность в многочисленных боевых операциях, начиная от Ливии и Косово до Ирака и Афганистана. Этот самолет был специально спроектирован для того, чтобы преодолевать современные противовоздушные оборонительные системы и остается единственным бомбардировщиком, способным применять крупнокалиберное оружие класса воздух-земля в стелс-конфигурации. По мнению ВВС США, уникальное сочетание технологий малозаметности, высокоэффективной аэродинамики и значительной полезной нагрузки дает B-2 важное преимущество перед другими бомбардировщиками. Его невидимость для радаров и других систем наблюдения обусловлена минимизацией всех типов сигнатур. От инфракрасных и акустических до визуальных и радиолокационных. Эти особенности значительно осложняют процесс обнаружения и поражения B-2 даже самыми передовыми оборонительными системами. Несмотря на то, что многие детали, касающиеся стелс-технологий этого самолета, остаются секретными, известно, что композитные материалы, специализированные покрытия и уникальная конструкция крыла играют ключевую роль в его способности оставаться малозаметным в воздухе. B-52 Stratofortress. Несмотря на то, что стратегический бомбардировщик Б-52 ВВС США находится в эксплуатации с 1952 года, он продолжает оставаться важной частью авиационного флота. Б-52 имеет впечатляющий боевой опыт. В разное время он участвовал в различных военных конфликтах, включая Вьетнамскую войну, операцию «Буря в пустыне», войну в Персидском заливе и операции в Афганистане. Современные модификации Б-52 способны преодолевать расстояние до 9000 миль без необходимости дозаправки, что делает его одним из самых дальнобойных бомбардировщиков. Помимо возможности доставки ядерного оружия, Б-52 оснащен системой для запуска крылатых ракет в автономном режиме. Согласно прогнозам, этот бомбардировщик, несмотря на возраст, продолжит находиться на службе до 2050-х годов, что подчеркивает его выдающуюся долговечность и универсальность. Boeing F-15E Strike Eagle. Многоцелевой ударный истребитель нового поколения F-15E Strike Eagle является ключевым элементом самолетного состава ВВС США, оставаясь одной из самых важных платформ для выполнения боевых задач. Этот истребитель был разработан на базе более ранних моделей F-15E и F-15D и продолжает служить основой для современной боевой авиации. F-15E оснащен широким арсеналом вооружений, включая совместный боеприпас JDAM для непосредственной авиационной поддержки, усовершенствованную ракету AIM-120 AMRA-M средней дальности, систему вооружений AGM-130 Stand-Off Weapon System, ракету AIM-9X Sidewinder и различные типы бомб. В общей сложности истребитель может перевозить до 23 тысяч фунтов боевой нагрузки. Его максимальная скорость более чем в 2 раза превышает скорость звука. Одной из ключевых особенностей F-15E является его передовая авионика, которая позволяет истребителю эффективно выполнять как задачи воздух-воздух, так и воздух-земля в любых погодных условиях, днем и ночью. F-15E активно использовался в ВВС США в рамках многочисленных операций, таких как «Щит пустыни», «Буря в пустыне», «Южный дозор» и «Северный дозор». Он также принимал участие в операциях «Иракская свобода», «Запретить полет», «Несокрушимая свобода» и «Рассвет Одиссея», продемонстрировав свою высокую эффективность в боевых условиях. FA-18E F Super Hornet.
Многоцелевой ударный истребитель FA-18EF Super Hornet представляет собой усовершенствованную версию своего предшественника FA-18CD Hornet и считается одним из самых эффективных боевых самолетов, проверенных в реальных боевых условиях. Он был разработан для выполнения широкого спектра задач и в настоящее время используется как военно-морскими силами США, так и королевскими военно-воздушными силами Австралии. Самолет был принят на вооружение ВМС США в 1999 в качестве замены для F-14 Tomcat, а в 2010-м Австралия приступила к эксплуатации двухместной модификации FA-18F Super Hornet. С момента своего введения в эксплуатацию истребитель доказал свою эффективность в различных боевых операциях, включая Иракскую свободу, Несокрушимую свободу, Южный дозор и войну в Афганистане. Super Hornet оснащен интегрированным набором технологий, которые обеспечивают отличную оперативную совместимость между воздушными и наземными силами, значительно повышая эффективность выполнения боевых задач. Самолет имеет 11 точек подвески для различных типов вооружений, включая высокоточные бомбы с лазерным наведением, а также ракеты класса воздух-воздух и воздух-земля. Эти возможности делают Super Hornet мощным и гибким инструментом на поле боя. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt. Самолет, известный под прозвищем Warthog, что в переводе означает «бородавочник», получил это имя благодаря своему внешнему виду, который напоминает африканского парнокопытного животного из рода свиных. Несмотря на такое не совсем приятное сравнение, A-10 Thunderbolt 2 является крайне эффективной боевой машиной. Его конструкция позволяет ему оставаться живучим даже при попаданиях вражеского огня, включая зенитные средства и крупнокалиберное оружие. Первый полет A-10 Thunderbolt 2 состоялся 10 мая 1972 года, и с 1974 по 1984 годы было произведено 715 экземпляров этого самолета. Хотя серийное производство было завершено много лет назад, А-10 до сих пор используется в ВВС США, так как на данный момент не существует ему полноценной замены. Основным вооружением штурмовика является семиствольная автоматическая пушка ГАУ-8 А300 калибра, которая обладает невероятной скорострельностью — 3900 выстрелов в минуту. Боекомплект орудия включает как обычные снаряды, так и снаряды с сердечником из обедненного урана, способные пробивать броню толщиной до 1,5 дюймов на расстоянии 328 футов. Каждый снаряд весит 1500 фунтов, а сама пушка встроена в самолет из-за ее внушительных размеров. Конструкция А-10 обеспечивает высокую степень выживаемости, включая расположение двигателей в хвостовой части фюзеляжа, что увеличивает устойчивость к повреждениям. Кроме того, экранированные выхлопные газы двигателей защищают самолет от обнаружения вражескими средствами. Крыло штурмовика выполнено в виде прямого многолонжеронного дизайна, что облегчает его ремонт в полевых условиях. Для защиты пилота предусмотрена титановая капсула весом 1190 фунтов, способная выдерживать попадание зенитных снарядов 23-го калибра. Lockheed C-5M Super Galaxy. C-5 Galaxy, крупнейший и единственный стратегический транспортный самолет ВВС США, обладает уникальной способностью перевозить объемные и тяжелые грузы на большие расстояния. Его грузоподъемность позволяет перевозить до 6 бронированных машин МРАП или до 5 вертолетов, что в 2 раза превышает возможности других транспортных самолетов. С момента своего создания Си-5 стал ключевым инструментом в поддержке национальной безопасности, играя важную роль в различных военных операциях. Он принимал участие в защите Израиля во время войны Судного дня и обеспечивал воздушный мост для сил коалиции во время операции «Буря в пустыне». В 2025-м самолет продолжает поддерживать глобальные операции. Модернизированная версия C-5M Super Galaxy — это настоящая гигантская машина. Длина самолета составляет 248 футов 75,5 метров, его высота 65 футов, а размах крыла 223 фута. Грузовая кабина имеет длину 121 фут и диаметр 19 футов. Весь самолет включает более 1 650 000 крепежных деталей и элементов, что подчеркивает его масштаб. Максимальная полезная нагрузка C-5M Super Galaxy составляет 285 000 фунтов, и для этого используется трехопорное шасси с 4 основными шестиколесными тележками и носовой 4-колесной стойкой. Все шасси убираются в фюзеляж, а основные стойки имеют поворот на 90 градусов. В общей сложности шасси состоит из 28 колес, каждая из которых весит 4214 фунтов.
Несмотря на то, что в последние годы такие страны, как Китай и Россия, активно модернизируют свои авиационные силы, многие американские платформы, используемые ВВС и ВМС США, продолжают оставаться одними из самых передовых и эффективных в мире. Это результат многолетних инвестиций в разработки, инновационные технологии и высокие требования к боеспособности, что позволяет США поддерживать лидерство в области военной авиации. На сегодня это все.